Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про сроки релиза Aion 2, какое-то зашкаливающее количество недавно анонсированных MMORPG, ОБТ одной новой MMORPG, которая усиленно косплеит другую MMORPG и многом другом. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал Гохару и мы начинаем. Многими любимый, особенно в наших широтах, шутер Warface делает шаг вперед как в прямом, так и в переносном смысле. Это шаг вперед навстречу пожеланиям своих игроков и цикл обновлений, направленных на модернизацию геймплея и технические улучшения. Так, в игре уже реализован ряд изменений, решающих проблемы сокращенного времени на убийство, так называемого Time to Kill, улучшены культовые модели оружия в плане баланса, пересмотрено влияние доната на получение топовых пушей, новые тактические устройства, модернизация PvE режима, внутриигровые события, специальные режимы, изменения в рейтинговых матчах и многое-многое другое. Ну а буквально через пару недель в Warface стартует новый зимний сезон, с которым появится еще один ряд значимых для игры обновлений. Добавится бонусная скорость перемещения для всего оружия ближнего боя, система групп поможет собрать команду мечты, а также выйдет долгожданный PvE рейд «Ночной город». Разработчики обещают, что этой зимой в Warface будет очень жарко. Также, чтобы отпраздновать новый виток в своем развитии, Warface дарит отличный набор оружия игрокам и возможность быстро прокачать аккаунт с помощью бустера прокачки опыта. В общем, если вы пропустили несколько обновлений за последний год, сейчас самое время вернуться, чтобы обнаружить себя в эпицентре важных игровых событий и открыть легендарный шутер Warface по-новому. За подробностями, как всегда, по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Следующий модуль Neverwinter As Above So Below приглашает игроков раскрыть некоторые тайны, связанные с локацией дополнения, пройти обновленное подземелье и справиться с новыми вызовами. Новое крупное обновление, релиз которого запланирован на 19 ноября, перенесет игроков в прошлое и поднимет в небо, чтобы исследовать Pirates Skyhold и раскрыть секреты о судьбах тех, кого там постигло проклятие. И игроков ждут 6 новых героических энкаунтеров, новые квестовые линейки и многое другое. Команда ArenaNet сообщила о том, что Guild Wars 2 и множество ее расширений теперь доступны в Epic Games Store. Запуск в EGS происходит одновременно с событием New Hero Jumpstart, которое призвано помочь тем, кто впервые попадет в эту MMORPG, и продлится это событие с 12 по 25 ноября. В ходе события игроки смогут быстро повысить уровень благодаря бонусным очкам опыта, а также завладеть мощным экзотическим оружием, которое поможет им на этом пути. В анонсе также отмечается, что те, кто решит играть в Guild Wars 2 через Epic Games Store, не смогут связать свои аккаунты с аккаунтами, созданными в Steam или на официальном сайте Guild Wars 2. Пройдет некоторое время между настоящим моментом и появлением Альфа 4.0 в Star Citizen. Что же в это время должны делать игроки? Ответ есть. Защищать систему Стентон от внезапно начавшихся пиратских нападений, что как раз и является целью события Save Stanton. В период до выхода альфа-версии 4.0 игрокам предлагается принять участие в серии насыщенных повествованием миссий, в которых нужно остановить нападение пиратов и найти подсказки о происходящем. В настоящее время проходит первый этап события, в котором игрокам предстоит защитить грузовое судно и найти другие потерянные транспортные средства. Это событие, вдобавок к предстоящему мероприятию Intergalactic Aerospace Expo, которое стартует в пятницу 22 ноября, по идее должно стать достаточным отвлекающим фактором, пока идет работа над 4.0. На серверах космической MMORPG EVE Online было запущено расширение, которое принесло в новый дем больше кораблей, новые постройки, за которые игроки могут сражаться, и многое другое. Основываясь на расширении Equinox этого года, Revenant стремится продолжить цели CCP Games по оживлению nullsec и передаче большей власти в руки корпораций посредством улучшенных корпоративных проектов. Обновление основано на знаниях о круге бессмертных внутри загадочного региона Зарзак, где теневая организация предоставляет игрокам доступ к двум новым боевым кораблям ближнего боя. EVE Online Revenant также добавляет новые улучшенные корпоративные проекты, предоставляя корпорациям больше возможностей для создания целей и задач, которые будут продвигать их группу вперед. Новые инструменты также позволяют корпорациям автоматизировать замену кораблей, избавляя игроков от утомительного процесса выплаты компенсации за потерянные суда в случае их уничтожения. На трансляции Warcraft Direct, посвященной 30-летию франшизы Warcraft, разработчики из компании Blizzard объявили о том, что в дополнении World of Warcraft Midnight игроки наконец-то получат свои дома. Информации о долгожданной функции пока практически нет, и все, чем мы можем довольствоваться, это небольшой тизер. Однако уже этого короткого видеоролика хватило, чтобы фанаты World of Warcraft начали признаваться Blizzard в любви на просторах всемирной сети. Тем не менее, среди фанатов есть и те, кто считает, что разработчики малость опоздали с этой
механикой, а кто-то опасается того, что дома игроков могут превратиться в нечто похожее на гарнизоны из дополнения Warlords of Draenor. Также в рамках прошедшей трансляции Warcraft Direct, посвященной юбилею серии Warcraft, компания Blizzard анонсировала следующий этап классического цикла World of Warcraft Mists of Pandaria Classic. Герои Азерота смогут исследовать новые в рамках классических версий, конечно же, земли Пандарии и ступить на путь монаха уже в начале осени 2025 года. При патче же стоит ожидать летом. Никаких дополнительных подробностей по поводу контента команда пока не раскрыла, однако можно быть уверенным в том, что он будет открываться поэтапно. Студия Visionary Realms наконец-то объявила дату выхода в ранний доступ своей MMORPG Pantheon Rise of the Fallen. Игра появится в раннем доступе Steam 13 декабря. Ранний доступ Pantheon Rise of the Fallen принесет с собой множество контента. 9 различных рас и 12 классов на выбор, 6 зон для исследования и максимальный 40-й уровень на начальном этапе раннего доступа. Команда разработчиков Astrum Entertainment анонсировала для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark ноябрьское обновление, получившее заголовок «Воля богов». Пожалуй, главным нововведением грядущего апдейта станет система архипробуждения, которая позволит получить 2 дополнительных усиления для существующих навыков пробуждения и разблокировать 3-ю вкладку Ark. Кроме новой системы, ноябрьское обновление предложит игрокам новый пчелиный остров, наполненный загадками и увлекательными событиями, и новый PvP-сезон с режимом «Битва наследий» и удалением некоторых старых режимов. Также будут внесены балансные корректировки для классов персонажей, добавлены новая система питомцев и задания на репутацию с жителями Северного Крузана. Релиз обновления «Воля богов» состоится 27 ноября. Издатель глобальной версии MMORPG Throne and Liberty, студия Amazon Games, поделилась подробностями первой осады замков, которая пройдет 17 ноября. По сути, это 45-минутный марафон, во время которого нападающие штурмуют замок и пытаются добраться до тронного зала, в то время как защитники отбиваются от них, перемещаясь по осадным орудиям, узким местам в замке и даже канализационным системам. Участники сражения смогут воспользоваться помощью 4 осадных големов, а также различными тактическими лазейками, чтобы попытаться захватить трон. Переход к финальному этапу в разработке фэнтезийной MMORPG Scars of Honor, старт открытого стресс-теста. Теперь каждый желающий может присоединиться без необходимости покупки специального набора. Ссылка для загрузки клиента доступна для всех, кто готов принять вызов, и найти ее можно в описании. На текущем этапе участники смогут оценить изменения в игровом процессе и улучшение графики, внесенные разработчиками. В игре представлены 4 расы для создания персонажа, а также 3 класса — рыцарь, рейнджер и маг. Возможность сражаться на поле боя Траурный перевал тоже в наличии. Игровая компания Blue Potion Games из Южной Кореи недавно анонсировала кроссплатформенную MMORPG с кодовым названием Project R. В день анонса был опубликован короткий тизер, но из него нельзя было составить впечатление о грядущей игре. Теперь же команда опубликовала полноценный трейлер с кадрами игрового процесса. Заявляется, что Project R разрабатывается на движке Unreal Engine 5, но, судя по видео, это либо не так, либо возможности движка, мягко говоря, не раскрыли. Визуально игра выглядит приветом из нулевых, с откровенно слабой анимацией как персонажей, так и противников. Возможно, нам показали лишь раннюю сборку, и к релизу ситуация изменится к лучшему. А вот сильно отрендеренные скриншоты выглядят куда лучше. Корейская студия Aqua 3 и издатель Hype Im недавно анонсировали разработку кроссплатформенной MMORPG Architect Land of Exiles, которая планируется к запуску в следующем году на ПК и мобильных устройствах. Сюжет игры строится вокруг монументального строения башни гигантов. Могучие титаны построили башню тысячи лет назад, но сами исчезли со временем. И вот спустя много веков ворота башни открылись, а из них повалили орды монстров. Человечество смогло дать отпор захватчикам и построило вокруг башни высокую стену. Но помимо чудовищ, башня дает и великие артефакты, один из которых, по слухам, способен дать контроль над всем миром. И авантюристы ринулись в башню в поисках этого артефакта. Разработчики обещают передовую графику, свободу и открытый мир. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. На релизе в игре будет 5 классов: боевой священник, ассасин, охотник, маг и воин. На выставке G-Star 2024 студия Lionheart заполучила внимание публики, представив трейлеры 4 новых проектов: Valhalla Survival, Project C, Project S и MMORPG Project Q. Эти игры, разрабатываемые на Unreal Engine 5, обещают стать новыми хитами в мире видеоигр. Особенно ярким событием стала демонстрация Project Q, которая представляет собой амбициозную MMORPG для ПК и мобильных устройств.
Lionheart создала специальную зону с инновационными LED-экранами, голографическими эффектами и медиа-артом, чтобы погрузить зрителей в уникальную атмосферу игры. Project Q обещает удивить игроков передовыми технологиями и захватывающим игровым процессом, предлагая неповторимый опыт в жанре MMORPG. С моим мнением относительно всех вышеперечисленных корейских MMORPG можно ознакомиться в нашем недавнем видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. Компания NCSoft опубликовала свой свежий финансовый отчет, который показал 5% рост относительно предыдущего квартала, а также сообщил нам кое-что интересное об Ion 2. Нам заявляют, что в 2025 году ожидается релиз сразу 5 игр компании: Ion 2, Project LLL, Tactan, Breakers и какой-то неназванной игры на основе известного IP. Таким образом, информация, которая была в информационном поле ранее, подтвердилась, и, похоже, NC всерьез вознамерилась выпустить новый Ion в 2025 году. Жаль только, конечно, что второй Ion будет совсем не такой, как первый. К слову, нам также рассказали о том, что финансовые результаты Tron and Liberty превзошли ожидания компании. Ну, хоть где-то хорошо. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.